Водолеи, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на май 2023 года. Последний весенний месяц, который однозначно для вас будет очень ярким и интересным. Я это уже вижу даже по предыдущим знакам зодиака. Мы сейчас будем просматривать, какой же событийный ряд ожидает вас. Поэтому подумайте о тех планах, которые вы себе прописали на этот период, и сопоставим, суждено ли им сбыться. Общая энергия месяца, что ожидает вас в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Приступаем. Общая энергия месяца. У вас здесь ложится королева мечей, но это вы собственной персоной. Это в первую очередь проанализировать себя, свои поведенческие мотивы, свои поступки, свои планы, цели и задачи, их перспективность, а также оценить, как говорю, окружающую вас обстановку. То есть начиная от вопросов геополитической ситуации, финансовой, ну и в принципе реализация того, что вы себе задумали. Потому что это карта рациональности, аналитики. Взвесить, продумать, поступить для вас, знаете, как наиболее выверенным способом, с получением результата. Здесь отсутствует эмоциональность, сухой, практичный расчет. Для мужчин эта карта указывает на взаимодействие с женщиной воздушной стихии, весы, близнецы или водолей, которая окажется дальновидной, в чем-то вам подскажет, поможет, направит. То есть здесь, знаете, как задаст вектор движения. Все равно мы уточним, о чем же здесь идет речь. Королева мечей и император. Это в первую очередь взаимодействие с госструктурами. Начиная от вопросов проверки там СЭС, налоговая, МЧС, до взаимодействия у кого-то с военкоматом, то есть решение этих вопросов, у кого-то поступить на госслужбу, продвижение по госслужбе, построение карьеры, а также помощь и поддержка влиятельного лица в решении ваших вопросов. Если смотреть работу или карьеру, по девятке мечей это переживания и страхи. Вам кажется, что вы под постоянным неусыпным контролем, потому что видите, сколько глаз обращено на вас. Вам кажется, что вас оценивают, взвешивают качество вашей деятельности, но на самом деле это так и есть. Не то чтобы вас пытаются взять на карандаш, здесь, скорее всего, идет анализ перспективы вашего продвижения по карьере. То есть стоит ли вас брать на новую должность, стоит ли вас продвигать по службе и к чему это может привести. Конечно же, карта, она не может однозначно отыграться для каждого из вас, поэтому будем смотреть поэтапно. Для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Девятка мечей, восьмерка пентаклей – это страх, что ваши таланты, ваши способности не будут не востребованы, что вы не сможете реализовать себя, раскрыть свой потенциал. Ну, по принципу, я не знаю, там вы вяжете, вышиваете, готовите, вы думаете, да кому это нужно, там, не знаю, я буду лепить пельмени, разве это будет востребовано? Или я там пишу картины, или я занимаюсь слесарными работами, или я классный автомеханик, мне будет сложно найти работу с хорошим окладом, или там подрабатывать, или открыть свое дело. То есть это боязнь раскрыть свой потенциал, в первую очередь работать на самих себя. Вот здесь нужно проработать этот блок, этот страх. Для тех, кто у нас ищет работу, здесь ложится королева жезлов. Простите, не королева, король. Не зря здесь король женской ипостаси. Почему? Потому что это женщина с мужским стержнем, с мужским характером, которая способствует вашему продвижению, пролоббирует ваши интересы и поможет вам с трудоустройством. То есть как поддержит, направит, подскажет, куда вам там подать свои документы, бумаги или свяжет с нужными людьми, которые вам помогут в реализации, то есть в устройстве на работу. Если вы наемный сотрудник, девятка мечей, четверка мечей. Положительный нюанс – это, допустим, отпуск, отдых, уйти, допустим, за свой счет. В худшем случае, конечно, может быть больничный лист, восстанавливаться, отдыхать и так далее. Но основной посыл по этим картам – это страхи и переживания, что здесь как идет ситуация застоя, что некуда расти, некуда двигаться, или здесь нет будущего, что вы здесь попусту тратите свое время и не понимаете, стоит вам это делать или нет.
Потому что основной посыл, вот дотягиваю вам аркан, здесь ложится туз пентаклей. Это все-таки желание идти в новое, не только ради увеличения дохода, а ради своего личностного роста, новых возможностей, процветания. Потому что вы же понимаете, что в мутной воде никакого просвета не будет. Так и у вас идет осознание того, что, допустим, если здесь карьера не строится, нет перспектив, то нужно идти в новое русло. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас владеет собственным бизнесом, то, несмотря на какие-то переживания и страхи, по рыцарю жезлов это прорыв. Это выход на новые торговые площадки, на новые рынки, где вы будете предоставлять свои товары и услуги, и действительно это будет пользоваться спросом. Здесь могут идти переживания и страхи, а как воспримет ваш потенциальный покупатель, потребитель ваших товаров и услуг, те новые, так сказать, возможности, которые вы им предложите. Будет ли это рентабельно, будет ли это пользоваться спросом. И вот здесь ваши переживания, они напрасны, они не обоснованы, потому что у вас действительно здесь будет прорыв. Если смотреть финансовую сторону вопроса, по двойке пентаклей ситуация может быть в чем-то нестабильная, по принципу деньги как пришли, так и ушли. То есть даже если вы зарабатываете хорошие суммы, это знаете, как сразу во что-то их инвестировать, вкладывать. Или там будь то возврат долго там за ипотеку, кредитование, суд и прочее, вернуть какие-то ресурсы. Но помимо всего прочего, вы здесь будете обеспокоены поиском нового источника дохода, потому что здесь по этой карте получать деньги из двух, знаете, как источников ресурсов. Ну, например, вы получаете заработную плату, кто-то вам вернул долг. Это считается как второй источник ресурсов. Или вам оказывает помощь, финансовую поддержку отец, супруг или брат, может быть, родственник какой-то, или вы находите дополнительную какую-то подработку, дело, которое пусть небольшие, но все-таки ресурсы вам дает. Если смотреть здоровье, аркан сила. Шикарная карта, укрепление сил эмоциональных, душевных, физических. Прекрасная физическая форма, но единственное, что это будет даваться с трудом, тяжело. Нужно приложить максимум усилий, работать над собой, потому что эта карта, знаете, как стремление добиться результата. Кто-то может ставить перед собой новые цели по принципу одолеть себя, свои какие-то слабости, ну, там, не знаю, бросить курить, пробежать марафон, сбросить лишний вес или выстроить грамотный правильный режим дня. Это все требует усилий, но это оправдано. Это в вас возрастит силу, потенциал, хороший иммунитет и новые возможности. Поэтому карта здесь замечательная. И вопросы личной жизни. У нас здесь падает умеренность, баланс, зона комфорта. Все ровно, все прекрасно, и вы наслаждаетесь жизнью. Вот об этом говорит аркан. Если мы посмотрим, вот сейчас еще не раскрыла карты полностью, но у вас даже, мы видим, наиболее значимая это сфера здоровья, сфера личной жизни. Вот на них вам нужно будет сделать акцент и обратить особое внимание. Итак, для тех, кто у нас свободен, умеренность и шестерка пентаклей. Здесь вы можете нуждаться в помощи. Для многих здесь будет такая актуальная гештальт-терапия, закрыть гештальт прошлого, закрыть какие-то свои блоки травмы, закрыть свое какое-то оценочное суждение других людей и предвзятые отношения. Особенно это вам мешает строить личную жизнь. То есть проработать какие-то установки, убрать блоки. Все то, что сделает вас и вашу жизнь комфортной, счастливой, размеренной. И самое главное, вы здесь не будете размениваться на те отношения, которые вас не устраивают. То есть зачеркнуть этот негативный опыт. Если вы у нас в любовных треугольниках, умеренность и туз чаш, радость, комфорт. Я не могу сказать, что вы здесь что-то будете менять или кардинальным образом менять структуру отношений. Треугольник так и останется. Но на текущем этапе вы получаете от этого удовольствие, получаете от этого ресурс. У некоторых, не у всех, но может быть ситуация незапланированной беременности. Поэтому здесь будьте аккуратны. Если вы в стабильных союзах, умеренность и король мечей. Это как грамотное построение структуры ваших взаимоотношений, грамотное распределение обязанностей по принципу вот тебе мужское, мне женское, или мы все делаем вместе. Но здесь это четкое распределение гендерных ролей в вашем союзе для получения зоны комфорта каждого из вас. И посмотрим с вами рекомендацию на месяц. У вас здесь ложится паж жезлов. Любопытство, анализ, исследование. То есть тянуться ко всему новому, неизведанному. Заставлять свой мозг работать, обучаться.
стремиться к познанию новых вещей, будь то новая культура, новые ресурсы, новые языки, новое дело. Или элементарно вы познаете себя, изучаете психологию и пытаетесь закрыть какие-то проблемные моменты, которые вас не устраивают. Вот все это даст вам потенциал и улучшение качества вашей жизни. Смотрим на неожиданность предстоящих событий. Какова здесь будет? Карта романтики. Я думаю, даже здесь добавлять нечего. Карта романтизма. Во-первых, это в первую очередь быть эмоционально открытыми. Не боясь говорить о своих эмоциях, пусть в чем-то и негативных, потому что это вам поможет избавиться от лишнего груза и настроить вас на потенциально новый лад. Опять же, говорить о своих чувствах, о своих эмоциях, делать сюрпризы себе, близким, быть романтичными натурами, больше бывать на природе, на воздухе, знаете, как погружаться, ностальгировать, мечтать, ну, делать какие-то, знаете, приятные моменты, ухаживать друг за другом, делать какие-то неожиданные сюрпризы. Даже если вы сейчас свободны, вы скажете, за кем я буду ухаживать. Здесь просто дарить радость и поддерживать таких же, как и вы. Ну, допустим, у вас там одинокая коллега, которая тоже парится по этому поводу. Просто, я не знаю, закажите ей букет цветов, сделайте приятное, потому что в свою очередь человек потом сделает приятное вам. Это вас ни к чему не обязывает, но вы, тем не менее, просто так дарите радость, привносите какой-то вкус жизни. И, как следствие, видите, ваша жизнь и жизнь окружающих людей меняется в лучшую сторону. Опять же, бывать в тех местах, которые вас эмоционально и энергетически наполняют, дарят вам структуру. И здесь, может быть, ходить на какие-то романтические фильмы или смотреть их дома. И вообще наполнять себя подобного рода обстановкой, потому что вот этот эмоциональный фон, он как раз выровняет излишнюю рациональность, которая вам присуща. Вот такой расклад, вот такой период, шикарный месяц. Действительно месяц, который даст вам новые возможности, поэтому пусть так и будет. Закрою вашей картой короля мечей, чтобы присутствовали ваши энергии. Ну, а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как для вас отыгрался этот расклад и эта информация. Для тех, для кого актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за просмотр, за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч!